зада. Вышла из дома Бога Лиля, вгонит лабарту, поручит покоя сны, омрачая в ночь львом. Водит болезни, голова ее демон, ее облик похож омрачен мне. Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Вот чего я совершенно не понимаю, так это нынешнюю моду на экзотику. Ассирийские, египетские, шумерские, магии. Но это же мракобесие. А самомерчение, конечно же, давно уже не мракобесие и не экзотика. Так, обыденность и скука. Даже не начинайте. Вы прекрасно понимаете, что я говорю о другом. Или вы не понимаете? Дядя, ну, в самом деле, ну, чем тебе шумеры не угодили? А он защищает честь всего европейского оккультизма. Ну, что вы в самом деле? Я говорю о самозванцах, которые возомнили себя магами. О, кажется, я поняла, о чем речь. Это Улла, компаньонка графини Уваровой. 2 недели как из Петербурга. Именно. Сейчас шарлатаны всех мастей рвутся в нашу наивную провинцию. Пытаются заработать здесь себе авторитет. Ну? Дядя нервничает, потому что она не проявила к нему интереса. И более того, феминистка. Знаете, как она себя величает? Подмастерьем гильдии ассирийско-шумерских магов. Это каково? Однако, ядовитая смесь. Феминизм и магия. Вообще-то Улла – это женщина передовых взглядов. Да что ты. Открытая к новым познаниям. Ну что тебе, голубушка? На тебе лица нет. Да там мальчишка только что прибежал. Ну? Говорит, графиня Что? погубила ее. Ну это-то, которая у нее живет. Имя-то еще какое, а? Лула. Люди говорят, заколдовала насмерть. Чертовщина какая-то. Черный воск. Все это очень похоже на какой-то странный тайный ритуал. Графиня, я знаю, страдала мигренью. Вполне могла скончаться от приступа. Вы что, знакомы? Да, она была моей пациенткой. Вы позволите? Пожалуйста. Что это за кружева? Вот такие капиллярные узоры, только значительно больше. Возникают на теле человека после попадания в него молнии. Но это слишком мало. Ну, не хотите ли вы сказать, что графиня зажгла свечи, села за стол, а после этого неожиданно ударила молния? Стекла целые? Рассуждая вот подобным образом, легко дойти до полнейшего абсурда. На пути к абсурду, доктор, бывает обнаруживается истина. Умеете гадать по руке? Яков Патронович, я все-таки врач. Я не хиромант. Следов насилия я не обнаружил, а все остальное я скажу
после детального обследования. Да-да. Уважаемый, не положено. Врач, фамилия Клизунов. Графиня Уварова моя пациентка, я прямо спорю. Доктор, извиняйте, не велено никого пускать. Слушайте, вы меня не поняли. Графиня Уварова моя пациентка. Все понимаю, никак невозможно. У вас начальство есть? Да, они в доме. Но посторонним туда не можно. Строго-настрого. Спасибо. Не за что. Графиня ведь часто захаживала к нам после смерти мужа. Она, конечно, странная, но, по-моему, очень одинокая женщина. И несчастная, несмотря на все свое богатство. Ну ладно. Полиция наверняка уже там. Значит, и мне пора. Зачем? Ты-то здесь при чем? Последний приезд графиня попросила меня стать ее душеприказчиком. Она не очень-то доверяла столичным юристам, так что завещание графини лежит у нас в сейфе. Ты ничего мне об этом не говорил. Дорогая, я просто не думал, что ты хочешь знать обо всех моих клиентах. Когда нету объекта для ревности, начинают обычно ревновать уже к службе. Петр Иванович, я надеюсь, это неудачная шутка. Какой-то странный разговор у вас пошел. Я, пожалуй, в сад. В ее последний приезд я рекомендовал ей сократить употребление опия и перейти на другие лекарства. Так может, она в наркотическом трансе совершала свои тайные ритуалы, в процессе этого и скончалась? По словам служанки, пропала шкатулка с драгоценностями, очень дорогими. Ограбление при мистических обстоятельствах? Занятно. Ну вот, вы занимаетесь этим. А когда закончите осмотр, доставьте тело мне в мертвецкую. Кстати, вот такая идея мне пришла в голову. Ведь вы говорите, что в этом деле много мистического, необычного. Так, может быть, есть смысл пригласить Анну Викторовну как специалиста по общению с потусторонним миром? А? Как вы считаете? Я не против. Тем более участие Анны Викторовны в этом деле может дать дополнительные зацепки. Или окончательно увести нас в дебри изучения магических ритуалов графини. Я читала очень древнее заклинание шумерско-ассирийской магии против головной боли. Из книги периода Третьей империи Ура. Графиня была с вами? Ее физическое присутствие не обязательно. И из комнаты вы не выходили? Я вышла в астрал. Больше ничего не помню. Хорошее вино для астрала. Не дешевое, французское. Графиня презентовала. Она сама не пьет, то есть не пила. Яков Платоныч, у меня к вам срочное дело. Виктор Иванович, день добрый. А что случилось? Я здесь как душеприказчик покойной Уваровой. Ни одно дело без вас в Затонске не обходится. Извините. Вернусь, мы продолжим.
коллега Мил. Какая приятная неожиданность. Простите, господин Клизубов? Да. Лучше, откровенно говоря, кого я не ожидал здесь увидеть. И что заставило вас, столичного доктора, оказаться в такой глуши? А вы знаете, что Уварова была моей пациенткой? Я здесь по ее приглашению, вот только с поезда. Решил, видите ли, сменить обстановочку. Ну да-да. Свежим воздухом подышать. Да. И тут такое несчастье. Я не застал графиню в живых. Да. А что все-таки произошло? Графиня была в неплохой форме, разве что ее мигрени. Я ничего определенного вам сказать не могу. Коллега, а вы не позволите мне участвовать в вскрытии? Все-таки я наблюдал ее последние 2 года. Ну, если полиция разрешит, то я не возражаю. Простите, меня ждут больные. Да, все добро. Что значит вскрытие невозможно? По завещанию Уварова запретила нарушать целостность ее тела. При любых Но, обстоятельствах. скорее всего, мы имеем дело с убийством. Нам нужно определить причину смерти. Сожалею, Яков Платонович. Бред какой-то. Ну, бред не бред, а такова воля усопшей. Скажите, а компаньонка Уллы указана в завещании? Слушайте, Яков Платонович, ну вы же понимаете, что я пока не имею права оглашать содержание завещания. Позвольте откланяться. Должен предупредить доктора Милца. Он уже готовит вскрытие. Он не знает воли усопшей. Не смею вас более задерживать. День добрый. Как я понимаю, вы к папе? Не буду вам мешать. Ну, а ты что здесь делаешь? А я пришла Уллу поддержать. Ты же сам слышал, что люди говорят. Они ее уже на костре готовы жечь, как ведьму. Послушай, я не желаю, чтобы ты… Между прочим, меня тоже называют ведьмой. И тоже уже готовы жечь на костре. Тебе это никогда в голову не приходило. Пап, ну, пожалуйста, ну пару минут, и я выйду к тебе. Можно? Пойдем. Правда, я очень быстро, пару минут, и сразу к тебе выйду. Слово даю. Графиня была готова на все, чтобы избавиться от своей болезни. Что ей пришло сегодня в голову, я не знаю. Госпожа Томкута, вынужден вас арестовать до выяснения обстоятельств. Городовой проводит вас в управление. Книжку можете с собой забрать. У вас есть основания? Позвольте полюбопытствовать. Анна Викторовна, здесь я решаю, кого арестовывать и на каком основании. Уводи. Вам плохо? Терпимо. Мне просто как-то нехорошо после этой ночи. И вы, конечно же, сразу принялись за охоту на ведьм. Для вас, материалиста, это обычное дело. Я был готов к вашему участию, но при таком тоне и чтении морали увольте. Так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Моншер, что гложет твой пытливый ум? Я видела графиню Уварову.
И голова у нее светилась, как огни святого Эльма. Графиню. Дух графини? Да, я была в ее комнате. Она меня ужасно напугала и, как всегда, ничего не объяснила. А папенька твой тебя не напугал? Он должен был метать гром и молнию увидеть. Дядя, и ты туда же. Я пыталась вызвать графиню в нашем доме, в своей комнате, но ничего не получается. Ты не знаешь, почему так? Мне думается, это Ула в момент смерти проводила какой-то несусветный ритуал, поглумилась над духом. Значит, я могу вызвать графиню только в ее доме. А позвольте поинтересоваться, милейший, вы какие лекарства назначали Уваровой? Я считал, что графиня принимает слишком много опиума, поэтому я рекомендовал ей бром в различных его комбинациях, ну и плюс настой пурвотного ореха. Какое смелое решение, надо сказать, передовое. Хочу вам напомнить, что это передовое, как вы изволите выражаться, решение, оно хорошо известно и неоднократно описывалось во многих медицинских журналах. Да, а вы знаете, что влияние брома на организм до конца не изучено, и бром может вызвать отравление? То есть вы хотите сказать, что это я отравил графиню? Почему? Зачем отравил? Графиня могла сама превысить допустимую дозу. Господа, прекратите. Вы лучше расскажите мне, что насчет узора в височной области. Это вполне возможно следы лопнувших сосудов, а сильные рвоты, вызванные лекарствами доктора Милца, могли привести к кровоизлиянию мозга. Что вы такое несете? Может быть, вы еще скажете, что доктор Милц виноват в том, что графиня была найдена мертвой, лежащей на столе? А вы знаете, у графини вполне возможно было временное помешательство, вызванное превышением дозы опия, а также шаманством ее компаньонки. Вы с ней знакомы? Ула, да, это типичная приживалка. И я даже не удивлюсь, если ее имя будет обнаружено в завещании. Да. Слушайте, а давайте сделаем трепанацию черепа. И тогда, возможно, мы обнаружим следы механического воздействия на мозг. К сожалению, мы не можем этого сделать, потому что графиня запретила тревожить свое дворянское тело. Ну, по крайней мере, детальный внешний осмотр можем провести? Да, конечно. Этим мы займемся, доктор. Яков Платонович, я полагаю, что после столь серьезных обвинений в свой адрес со стороны господина Клизубова я просто не имею права принимать участие в дальнейшем расследовании. Более того, я полагаю, что должен быть отстранен как возможный подозреваемый. Ну, какой вы подозреваемый, Александр Францевич? Никто вас отстранять не собирается, а доктора Клизубова мы привлечем как эксперта, если не возражаете. Нет, нет и нет. Это уже становится просто навязчивой идеей. Вламываться в чужие дома. Что это такое? К тому же твой отец сделал мне строгое внушение, чтобы я удерживал тебя от опрометчивых поступков. А я что? Ну, мне необходимо узнать, виновата Ула или нет. А я могу это сделать? Нет. Вот нет. Не помощник я тебе в этом. Пас. А виновата Ула или не виновата, будет решать суд. Я думаю, она просто бездарно проводила магический сеанс. И, пожалуйста, непоправимое случилось. Мат. Мат. Что мат? Шах и мат. Ну, что скажете, господа? Ну, на теле, голове никаких следов насилия не обнаружено. Блестящие выводы, господин Клизубов. А что касается природы капиллярных узоров, я думаю, что это последствия периферической радиации при мигрени. Ну, или химического воздействия. А вот я полагаю, что природу данного физиологического явления установить сейчас просто невозможно. Господа, но сам факт смерти мы можем считать безусловным и однозначным. Определенно. Я не могу выступать адвокатом Улы Томкуты. Это нарушение этики. Ну почему?
Потому что она подозревается в непреднамеренном убийстве моей клиентки. Ну, хорошо. Но вы же можете дать ей шанс самой себя оправдать. А каким образом? Позвольте полюбопытствовать. Она может войти в транс, да. И в этом состоянии что-то вспомнить. Пап, нужно провести такой эксперимент. Но вы же понимаете, что я не могу об этом просить. Это бессмысленно. Но я хочу восстановить справедливость. Ну, дочка, справедливость у всех своя, а закон для всех един. Так вы мне поможете? А что, если это все-таки ритуальное убийство? Я читал о таких. И каков смысл данного ритуала, по-вашему? Не знаю. Быть может, это какая-то секта решила принести графиню в жертву. Пытались вызвать духа, а украли драгоценности. Яков Платоныч, драгоценности мог присвоить кто-нибудь другой. А что Анна Викторовна? Она, я знаю, была там. Она не говорила с вами? Отчего же? Побеседовал со мной основательно. Да? А о чем именно? Виктор Иванович, сидеть. Вам не кажется, что ваша просьба звучит несколько странно? Николай Васильевич, положим, это скорее не просьба, а предложение о проведении следственного эксперимента. Следственного эксперимента? По-моему, от этого эксперимента попахивает дремучим суеверием, не так ли? Ну, посудите сами, ведь это единственный шанс для подозреваемой хоть как-то объяснить произошедшее. Но почему мы должны выслушивать ее объяснения? И потом, мне кажется, эта барышня немного не в себе. Николай Васильевич, дайте ей шанс. Ну, ведь это психологический эксперимент. Никакой мистики. Шанс. Странно все это. Не могу. У меня не хватает энергии. К тому же тему графини требует оставить его в покое. Но вы ее видели? Дух, то есть, этому графини. Видела. Но очень смутно. Ну, может, тогда слышали, и она назвала вам причину смерти Уваровой? Причина смерти всегда одна. Воля Элиля. Вы своим шаманством довели графиню до сердечного приступа. Аура графини нуждалась в очистке. Ну, это чушь. Видите, это полная чушь, это шаманство. Вы задурили ей голову своим мистицизмом. Воля Элиля. Берегитесь бросать обвинения. Вы навлекаете на себя бедствия. Что я должен слушать? Я не понимаю. Высшие силы накажут вас. Послушайте, вот давайте сейчас мы с вами остановимся. Я просто голова раскалывается, я должен каплю принять. От ваших капель у графини зачастую случались приступы и рвота с кровью. Вы о чем? О том, что сама видела. Спросите у служанки, она все подтвердит. Ну, вообще-то, возможно. Яков Платоныч, совершенно очевидна причастность этой шарлатанки к смерти графини Уваровой. Убийство произошло во время совершения оккультного ритуала. Не так все просто, Николай Васильевич. Достаточно сложностей, гаданий, предсказаний. Закрывайте дело. И так мы излишне возбуждаем городскую Но общественность. ведь нет неоспоримых доказательств вины подозреваемой. Так найдите их, голубчик, найдите. К тому же Ула подтвердила предположение
доктора Клизубова о негативном воздействии лекарств, которые были выписаны доктором Милсом. Да вы поймите, она с радостью скинет свою вину на кого угодно. Но кому нам больше верить? Известному доктору или неизвестной шарлатанке? Да, я согласен, но любой факт требует доказательств. Мы уже собрали все лекарства из дома графини и отослали их на экспертизу в Петербург. Прекрасно, прекрасно. Оперативно. Давайте дождемся результатов, но тогда и будем делать какие-то действия. Яков Платоныч, неизвестность напрягает. Не тяните, голубчик. Стараемся. Анна Викторовна, пытаетесь помочь Улле спиритически связаться с никому невидимым духом? Зря стараетесь, не слышит она его. Эксперимент не удался. Торжествуете. Да нет, если честно, я и не ожидал от нее никаких чудес. Зато, наверное, очень ждете, что она всю вину на себя возьмет, да? Я никогда не упекал никого за решетку, только ради того, чтобы дело закрыть. Честь имею. До конца не изучены, а сильные рвоты, вызванные лекарствами доктора Милса, могли привести к кровоизлиянию мозга. От ваших капок зачастую случались приступы и рвота с кровью. То есть вы хотите сказать, что это я отравил графиню? А ну замри, шельма, не то стрелять буду! Тихо, 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 Синельников. Ты чего разорался-то? Яков Платоныч, извиняйте, не признал. Я думал, ты где-нибудь прикорнул. В укромном месте. Да как можно? Вы же наказали за домом присмотреть. Я порядок знаю. Ну что, рассказывай. Что там со служанкой получилось? Все в лучшем виде. Как она из дома вышла, я за ней пацана Шустерова отправил. Он и проследил. Сам бегать не любишь? Ну что, где она была? Что делала? Вначале по базару походила, продукты покупала, а потом к ювелиру Селивану зашла. Ювелира, значит. Ага. По какой такой надобности? Не могу знать, но по словам парнишки, пробыла она там довольно долго. Вот что, ты передай-ка парнишке. Пусть за ней завтра подходит. А может ее арестовать? За что? Да ладно, ладно. Подождем пока. Может, выведет куда. Не извольте беспокоиться, Яков Платоныч, все сделаем. Слушай, я что-то не пойму. А чем вам так важен этот англичанин? Ничего интересного в нем нету. По-моему, зря мы здесь с тобой околачиваемся. Как думаешь? А? Давай пойдем-ка, что ли, мы откажемся от этой повинности. Хватит. Мы свой долг перед ним
Отработали. Отфилерили. Пойдем. Пойдем туда. Пойдем. Мил человек. Чё? Да ты так все зверье в лесу распугаешь. Тебя слыхать вот за версту. Да что ж делать, если очень надо? А что с тобой такое? Простыл, что ли? Да вроде лето на дворе. Туман проклятый. Неделю назад под туман попал. С тех пор прокашляться не могу. И дышать больно. Туман? Какой такой туман? Ты что, не слыхал? Туман ядовитый по лесу бродит. И да он по лесу. Птица дохлая валяется, да зверье мелкое. Замечал. Я-то думал, мор нашел. Туман это. Туман. Леший знает, откуда он берется. Только люди сказывают. Там, где он появляется, там и солдаты появляются. Солдаты, говоришь? Солдаты, солдаты! Анет. Анет, ну что с тобой? И за завтраком сама не своя. Вчера вечером я ходила к дому Уваровой. О, нет. И я ее видела. И она меня звала. С чего ты взяла? И зачем? Зачем ты ей нужна? Ну, наверное, она мне хочет рассказать, как все было на самом деле. Может быть, это было обыкновенное привидение. Ну, мало ли их тут. В старых-то домах. Я должна попасть в ее комнату. Но она это не выдумывай. Ничего ты не должна. Пойдешь со мной? Нет. Ну, дядя, я боюсь одна. Это уже не смешно. Не смешно. Я никуда не пойду и тебя не пущу. Ну, дядя. Анет, я говорю абсолютно серьезно сейчас. Ты никуда не пойдешь. Нет. Да что же вы все заладили, как Штольман? Нет, нет, нет. Я хочу спасти невинную женщину, а мне почему-то все препятствуют. Анет, пусть полиция этим занимается. Ну. Мы на вашей стороне, доктор. И если понадобится, не дай бог, конечно, я готов защищать ваши интересы в суде совершенно бескорыстно. Виктор Иванович, я вам очень благодарен. Это крайне великодушно с вашей стороны. Это недоразумение, доктор, и я говорю вам, это выяснится все в ближайшие дни. Яков Платонович, я как подозреваемый обязан быть немедленно арестован и помещен под стражу. Ну какой арестован? Какая стража? Вы что несете? Любой подозреваемый в конце концов может скрыться. Улики уничтожить, помешать ведению следствия, в конце концов. А вот это оставьте мне. Я хочу, чтобы моя невиновность была доказана с соблюдением всех правил и процедур. Можете в этом не сомневаться, доктор. Только в этом случае моя репутация может быть восстановлена. Будьте уверены, я найду настоящего убийцу. А сейчас, господа, прошу прощения, должен идти. Вы должны пойти со мной, потому что от этого зависит жизнь человека, женщины. Помилуйте, Анна Викторовна, за спиной у Штольмана я отказываюсь. Он меня отстранит от дела. Не отстранит, он просто не успеет. Как только я окажусь в доме графини, я сразу пойму, кто ее убил. А что, если убийцы вообще нет? Может быть, это несчастный случай? Андреевич, ну я вам говорю, определенно убийца. И мы с вами можем узнать его имя, понимаете? Анна Викторовна. Да. Мне кажется, или вы подстрекаете моего помощника на очередную авантюру? Я просто просила Антона Андреевича помочь мне в одном личном деле. Анна, ей-богу, не веди себя как ребенок. Коробейников, делами займитесь. Пойдемте, господа.
Господин Клизубов! Позвольте вас на пару слов. Георгий Ильич, с вашего позволения. А чем могу быть полезен, мадемуазель? Мироновой. Я дочь адвоката Миронова. Очень приятно. Я намерена доказать невиновность Улы. Увы. Да. Ваш очень непростой человек. Да, но она не убивала графиню. Или у вас другое мнение на этот счет? Ну, скажем так, у нее не было причин желать ей смерти. Понимаете, я могу точно узнать, как там все случилось. Но мне для этого просто необходима ваша помощь. Ну что ж, я буду счастлив вам помочь. Возможно, то, что я вам сейчас скажу, звучит, ну, довольно странно. Но мне больше некому обратиться. Ну, как ваше самочувствие? Я полагаю, вы читаете Алису. Очень хорошо, эта книга для вас как лекарство. Да. Я думаю, это мой последний к вам визит. Да, князь меня увольняет. Нет, почему? Почему? Потому что я плохой врач. Нет, хороший. Хороший. Это не надо. Меня лечить не надо. Тебе надо. Ты сказал, это лекарство. Книга про Алиса. Это правда лекарство. Я тебя лечить. Я... Тут английский, я переводить. Выражаться яснее. Строго говорить, червяк. Как тебе прикажешь понимать? Я сама себя не понимать, сэр. Сказать, Алиса, потому что получается, что я это не я. Видите, что получается? Вещь ценная, старинная. Она хотела узнать ей цену. Прошу вас. А до этого вы ее видели? Служанку-то? Да нет, брошь. Конечно. Покойная показывала мне все свои сокровища. Каждую вещь. Тоже ценой интересовалась. Неужто продавать собиралась? Да, кое-что. Столичным ювелирам не доверяла и правильно делала, обманывала. А она объяснила, откуда у нее брошь графини? Служанка-то объяснила. Мол, вещь принадлежит ей по наследству, и в завещании графини о том сказано. Ну да. А откуда же ей знать завещание? Графиня вроде сама сказывала. И за что награда такая? Я полагаю, графиня боялась умереть в одиночестве, и потому обещала своей служанке эту ценную брошь наследства, чтобы та не сбежала. Сколько, интересно, стоят все драгоценности графини? Ну, хотя бы примерно. Как-то так. Ого. А что же она такие ценности в доме держала? Практически на виду. Зачем же на виду? Шкатулка обычно в моем сейфе хранилась. И сейчас она там? Нет. Графиня брала ее время от времени, когда на какой прием собиралась. Как и в этот раз. Послушай, я не хочу, чтобы Анна продолжала заниматься делом этой шарлатанки. Я тебя прекрасно понимаю, но, видишь ли, у Аннет есть свой резон. Она интересуется ее возможностями. Возможностей своих это Ула не показала. А вот что касается вреда графини, я бы этого не исключал. Ну и что ты предлагаешь? Я предлагаю, чтобы ты поговорил с Анной. Ну зачем ей пытаться защитить человека, о котором она ровным счетом ничего не знает? Виктор,
дружище, вот ты ведь понимаешь, если Анна что-то решила, то и я бессилен. Хотя, конечно, лучшего советчика ей не найти. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я присмотрю за ней, обещаю тебе, присмотрю. Где шкатулка находилась в тот день, в день смерти? Здесь, во втором ящике. А как же брошь оказалась у тебя? Мне ее графиня завещала. И где остальные драгоценности? Не знаю. Днем они были на месте, здесь. Ну, перед смертью. А потом пропали. А как же брошь не пропала? Ну, я ее тайком взяла, чтобы ночью полюбоваться. Она все одно моей будет. Твоей она будет тогда, когда огласят завещание, если таковой пункт имеется. А взяла ты ее при жизни графини. Значит, украла? Да не крала я ее, я бы ее вернула назад. Я только полюбоваться взяла. Где шкатулка? Я не знаю. Честное слово. Идиотизм прямо. Я врач с большим стажем. Понимаешь, почему-то я должен оправдываться. Перед кем? Перед Крызубовым. Так глумился надо мной, а? Кто он такой? Крызубов. Да и графиня тоже хороша. Вся, понимаешь, в духовных исканиях. Шарлатанами себя окружила. А когда у нее болело что-то, она ко мне бежала. У них у всех так. Врачам не доверяют, знахарям бегают всяким. Потом к нам, к простым врачам. А уже все. Уже поздно. Мы, понимаешь, врачи тоже не Всевышние. Анна Викторовна. Анна Викторовна, а по сути полюбопытствуете? Ну, конечно, да. А вы не боитесь идти в чужой дом с мало знакомым мужчиной? Ваша репутация может пострадать. Да при чем здесь моя репутация? Я потом, ну кто поверит, что у нас с вами тайное свидание? Вы знаете, в провинции, по-моему, более консервативные взгляды. Но вы же не мужчина. Ну, в смысле, что вы не просто мужчина, вы врач. И потом, что за предрассудки, доктор? Да, я вижу, зерна феминизма упали в благодатную почву. Да я бы хотела пойти одна. Но я боюсь. Да, пойдемте, пока его нет. Только надо быстро действовать. Да. Я ее видела.
Что же она говорит-то? Гром, молния, тень какая-то мелькнула. Ну, видимо, графиня сегодня не в настроении с нами поговорить. Нет, она намекала мне на что-то. Я просто не понимаю, на что. Он сбежал. Кто? Я не знаю, кто. Я лица даже не разглядел.